Друзья, всем привет! На дворе у нас уже 2025 год, а на многие из Xiaomi еще до сих пор не пришла HyperOS 2. Я считаю, что компания Xiaomi поступила со своими пользователями, но достаточно таки некрасиво. В этом видеоролике разберем всю последнюю информацию, а также вам расскажу еще одну интересную историю от Xiaomi, которая произошла за последнее время. Поэтому присаживайтесь поудобнее, и мы с вами начинаем. Все вы знаете уже давно этот сайт, это Micom Global HyperOS, страница, где расписано, показано, какая же там крутая у нас там HyperOS 2, какие в ней есть фишки, ну и тому подобное. Но вот когда, друзья, мы с вами понимаем, что перед нами список аппаратов, которые должны были еще с ноября получить прошивку HyperOS 2 на указанные смартфоны, сразу мы понимаем, что далеко не все из них вообще в принципе обновились. Ведь, как я уже говорил еще тогда в декабре, когда вот мы эту тематику с вами рассматривали, что у компании очень много индексов прошивок, и не все они успевают обновляться. Почему это так? Потому что под каждый регион они выставляют свою прошивку, чтобы там это все дело было, регулировалось как-то местным законодательством. Но как бы нас с вами это сейчас не должно волновать, мы с вами хотим получать прошивку. И вот указанные аппараты, допустим, даже той же первой волны, не все еще получили свежее обновление. И многие задались вопросом: Xiaomi, а почему ты нас обманула? И я вот сам себя также ловлю на этом факте, что как бы очень некрасиво со многими нами поступили, хотя при этом всем и набирали в бета-тестеры, и многие там на это условно клюнули, и все там записались, все так ждут это обновление. В некоторых случаях прошивку могут отозвать, когда тестеры говорят, что есть там определенные проблемы, и прошивка, соответственно, дальше не выходит. В некоторых случаях были приколы с регионами, нужно было в настройках менять регионы, многие там поменяли, им прошивка пришла. Но опять же, если прошивка доступна для того индекса, который был установлен в аппарате. На эту тему я отдельно делал видеоролик, я не буду сейчас все эти там более подробности раскрывать, чтобы не занимать тематику этого видеоролика, потому все необходимые ссылки и прошлые видео я оставлю в описании. Также многих еще раздосадовала такая история, что даже для тех аппаратов, на которые вышла прошивка, она не есть публичной. И в принципе, если вот пересмотреть аппараты что ноября, что декабря, лишь только на пальцах можно пересчитать те устройства, для которых прошивка вышла именно в публичный релиз. Для некоторых вообще в принципе прошивка не вышла. Это F6, это F5 Pro, это, если я еще не ошибаюсь, X5 Pro, F5, X4 GT, ну это если так по памяти вспоминать, там на Mi 11, на Mi 11 Ultra прошивка в принципе еще не вышла, и даже бетки нет. Да, там, допустим, есть на Xiaomi 13, и то, по-моему, там на один индекс есть. На Redmi 13C, на Redmi 13 есть, но тоже на некоторые индексы. На тот же Note 12S прошивки нет. И пользователь такой сидит и думает: а зачем мне такое отношение к компании, если я, допустим, могу перейти на какой-то другой бренд, где есть четкое понимание, когда придет обновление. То есть у компании Xiaomi очень такая нечеткая политика обновления смартфонов. И если вы вкидываете такую инфу, что даже, допустим, если мы с вами рассмотрим информацию, вот мне очень там часто вменяли, говорили, что я вот эту именно строку упускал, что, мол, стартует в декабре 2024 года. Ну хорошо, декабрь прошел, у нас уже на дворе январь. Хорошо, пройдет еще время, там, февраль, март, апрель. То есть, до когда, какие есть четкие границы получения вот всеми этими смартфонами нового обновления. И та же самая ситуация и здесь, что обновление стартует с ноября 2024 года. И хорошо, где прошивка на многие аппараты из первой волны там для других индексов. То есть, по факту, также разработчики свое обещание не выполнили. Ну и плюс я еще, конечно же, молчу за планшеты. По-моему, лишь только для Poco Pad и для Redmi Pad какого-то там выпускалась прошивка HyperOS 2. Что же касается Xiaomi Pad 6, который, я думаю, все-таки в большей степени будет у пользователей на руках, на него еще прошивки нет. И вот мы с вами переходим ко второй части этого видеоролика, которая будет касаться Xiaomi Pad 6. Не так давно проскочила информация, что компания Xiaomi все-таки решила, что Xiaomi Pad 6 они не будут обновлять до 15-го андроида. То есть получается очень интересная история. Что, допустим, взять там аппарат условно вот над нами, который находится, Redmi 12. Он шел изначально с Android 13, он был выпущен в 2023 году, и он за время, сколько будет существовать, его поддержка, получается, будет составлять 4 года, он получит 14 Android и 15 Android.
Что же касается пада 6, то разработчики сказали, ну там на форуме, или же там служба поддержки именно официально ответила, что увы и ах, на Xiaomi пад 6 не будет Android 15. И то есть получается, компания Xiaomi также сама себе противоречит, и даже находили пользователи информацию, что компания заявляла, что планшет должен получить 2 обновления Android. То есть не стоит также путать, что вот раз он идет с Android 13, и это означает, что он по умолчанию уже получил одну версию. Нет, так это не работает. То есть аппарат с этой версией идет, она не в счет, и далее у нас отсчитывается 2 версии Android. То есть это 14 и 15. Если же даже ради примера взять прошлое поколение Mi Pad 5, конечно же глобальная версия, мы с вами находим, ну допустим, европейскую стабильную прошивку, и что мы тут с вами наблюдаем? Планшет вышел когда-то там еще с MIUI 12.5 под управлением 11 Android, далее он с MIUI 13 получил 12 Android, когда пришла MIUI 14, он получил, соответственно, 13 Android, и вот сейчас на него доступна еще HyperOS 1, ну и, соответственно, он вторую HyperOS не получит, то HyperOS также основана на Android 13. То есть, что мы с вами видим? Планшет получил 2 обновления Android и, соответственно, MIUI 13, MIUI 14 и HyperOS 1. И 3 обновления оболочки. А вот здесь с пад 6 компания такая решила, что зачем ему новая версия зеленого робота. Ведь пользователи купили, мы им там навешали лапши на уши, что вот надо покупать и тому подобное. Ну почему у меня так немного подгорает? Потому что я сам владелец пад 6, и мне честно обидно, почему за такую стоимость, за которую там его компания продает, за сколько я его купил, я не могу рассчитывать на свежую версию зеленого робота. И почему в принципе так работает. И вот на основе всего этого, то что я вам рассказал, у меня лично к компании, ну, есть некое такое уже негативное отношение. Вот, то есть, знаете, оно так формируется. Там какой-то косяк, тут какой-то косяк, там где-то что-то наложали. И в итоге мы с вами приходим к тому, что как бы Xiaomi, а что с тобой происходит? Компанию Xiaomi в целом любят за то, что большая фан-база, за то, что много там возможностей, там кастомизации, прошивки, загрузчик, там поддержка, ну, скажем так, более-менее. А тут что-то прям они решили вообще очень печально подойти к рассылке HyperOS 2, к планшету. И я не удивлюсь, если в будущем помимо планшета также вылезет еще какой-нибудь аппарат или же гора целых смартфонов, которые также просто кикнут тупо и скажут, ну, а зачем вам там какая-нибудь новая версия Android или зачем вам там новая версия оболочки, вы, мол, и так переживете. Потому, друзья, что я вам хочу сказать. Перед тем, как вы покупаете любое устройство, всегда зондируйте информацию. Что касается политики обновления, что касается там предыдущих поколений, там устройств, там линейки и тому подобное, чтобы иметь представление, как это все у компании Xiaomi будет происходить далее. Ведь, допустим, купив сейчас и разочароваться потом, ну, это такая себе история. Я лично с Xiaomi с 2016 года многое уже с ними повидал и в принципе уже ничему не удивляюсь. Но вот последние события, которые я вам в этом видеоролике рассказал, ну, наталкивают на определенные мысли. В любом случае можно попробовать и подменой, там, допустим, перейти на HyperOS 2 и получать обновление. Если вам не пришла HyperOS 2, можно поменять регион и вам придет обновление. Опять же, в рамках того, что если для вашего индекса есть уже доступна либо тестерская, либо выборочная, либо публичная рассылка, вот, то есть вы это все дело сможете провернуть. Ну а на этом мой такой небольшой прогар для вас подходит к концу. Если я о чем-то забыл упомянуть или же есть вам что добавить, пишите это все в комментарии. Там мы с вами и пообщаемся. Ну а на этом у меня на сегодня все. Спасибо за внимание и до новых встреч.